Доброго времени суток, мои любимые телезрители, и наконец-то это свершилось, вышла 6-я амнезия. Этот видос получился настолько крутым, там столько много действий, что я прям не могу терпеть. В этом видео не будет ни ваших комментариев, ни ваших «хочу попасть в видео», ни персонажа, потому что их прислали очень мало, то есть по одному человеку. И сразу предупреждаю, видео будет на скорости 0,5. То есть половина, потому что здесь так быстро все происходит, что все заметить почти нереально. Так что погнали! Сразу идет предупреждение. Ну, вы поняли, что все медленно сейчас будет. Насчет вот этого персонажа. Этот персонаж фан, то есть фанатский. Их здесь будет очень много. Я потом выпущу отдельное видео по всем фанатским персонажам, которые попали в это видео. И оставлю ссылки на авторов. Не будем останавливаться на этом. Кеба восстанавливается до конца. Последние пальчики восстановил. Диско-мишка. Тут идет, я так понимаю, представление персонажа, который будет участвовать здесь. Релевант, если что. Рассел. Ну вот, начинается. То есть, добро пожаловать в счастливый Сити 740. Мы эти кадры уже видели. Разруха. Проезжающие военные, которых кто-то расстреливает. Все горит, взрывается. Ну и сейчас начнется как обычно. Это бегут зараженные, так понимаю, на пулеметы. Ну и наш герой. Кстати, насчет вот этого вот коричневого окружения, мне такое чувство, что это после ядерного удара осталось. Насчет того, что у него кровь. Скорее всего, как я и говорил раньше, у него лучевая болезнь, и он как бы на последнем издыхании. Нашему герою, в принципе, пофиг, и он готов разваливать кабины. Это мы уже видели. Эпичный проход через огонь. Я напоминаю, 0,5, то есть половина скорости. Epic Reference Amnesia 6. Это понятно. Он проходит через горы трупов в городе. Вот лежит, кстати, вор. Он украл, я так понимаю, банк ограбил. И его добивают уже зараженные. И тут такой интересный момент. Зараженный хотел напасть на Флиппи, но со спины он почему-то подумал, что Флиппи просто зараженный и принял его за своего. И вот еще один зараженный не обратил на него внимания и решил просто добить военного. Вот, насчет детейшек этих. Вот они идут, получается. Они видят кровь, капающая с вот этих вот повешенных бандитов. Сейчас покажу. Не успевают поднять глаза, и зараженный закрывает им глаза, чтобы они не видели этого ужаса. Тут дополнение, смотрите. Тут добавился у нас именно с трейлера драг-дилер справа, вот он. Этот был. Сейчас общая картина. Получается, вот манипулятор, который был, похититель детей, коррупционер. Это мошенник, вот этот вот чувак висит. Это педофил, а это убийца детей. Вот. Все, детишек они забрали и увели подальше от вот этих вот наказанных плохих людей. И тут член банды стреляет в Флиппи, который успевает словить гранату от РПГ-7, внимание, и запустить обратно в противника. И тут почему-то из-под земли появляется диско-мишка. Я вот это прикола не понял, почему он появляется из-под земли. Это будет не первый раз, когда противник Флиппи будет появляться из-под земли. Тут очень интересный момент по поводу выдержки Флиппи.
Он выдерживает акустическую атаку оружия, у него трескается весь скелет. Естественно, внутренние органы тоже, ну, им плохо. У него, получается, он стал уже глухим, так как у него лопнули барабанные перепонки. И тут, заметьте, видели это? По ножу кровь прошла, как вот этот иероглиф, который был на оружии, например, того же дискомишки, ну, дальше увидите. И он так вот прошелся вот этим вот иероглифом, или как его назвать, дальше. Тут классный момент, кстати. Он кинул нож, внимание, видите, от него отходят такие круги. Я предположу, что нож летит выше скорости звука, поэтому он преодолел звуковой барьер и может спокойно пролетать сквозь эти волны ударные. Ну и Филиппе тоже не очень-то медленно бегает, чтобы догнать. И, кстати, он догнал на скорости такой нож. Ножом пробил, вот про иероглиф этот я вот говорил, который вот здесь вот справа. Вот такой же прошел, по-моему, по ножу. То есть он уничтожил его оружие. Ну и в принципе заблокировал руку. Ну и все, рип. Слили дискомишку просто за 2 секунды. Эпичный кадр, согласен. Он его прорубил полностью вместе с его скипетром. Видно, что Филиппе очень-очень уже плохо. То есть у него внутренности нет. Это тоже один из фановых персонажей. Остановимся попозже, то есть в следующем видео. И тут даже предыстория, почему он своего напарника захотел убить, потому что он отобрал деньги у чувака и убил его. И тут интересный момент по поводу, кстати, тюрьмы. Я так понимаю, тюремщики хотели сбежать, но не успели. Просто превращенные в карателей люди, то есть эти охранники, начали их валить просто. То есть не понял, зачем это было вставлено. Вот здесь интересный момент. Толпа зараженных нападает на штаб-квартиру вот этих вот бандюганов, то есть это вот банда, про которую будет, я так понимаю, в следующей серии 6 и 5, там где Шифти будет и так далее. То есть они целенаправленно нападают на эту базу. И в придачу база уже подготовлена к атаке. У них оборонительные сооружения, у них колья стоят и вышки с пулеметами. Дальше. Ракеты летят, вся фигня. Тебе уже все полностью, я так понимаю, восстановился. И опять, смотрите, Хэнди появляется из-под земли. И насчет его рук, смотрите, сначала у него рука черная, я так понимаю, это типа такая полумагическая рука, а вторая это не рука, это отбойный молоток, прикрепленный к его культяпке, скажем так. Ну и, естественно, какие-то другие инструменты. Я так понимаю, вот это ковш висит у него. Смотрим дальше. Вот, этот интересный момент я только заметил, когда смотрел, да, вот это ковш все-таки. Я этот момент заметил, когда смотрел на очень медленном просмотре. Я думаю, как он туда залетел? Оказывается, он летел на вертолете. Представляете, кто-то вот летел, подцепил его на вертолете. Вот. И он, короче, уничтожил одну из вышек. Все, зараженные перемахнули через забор. Релевант дает команду открыть дверь и начинает пальбу. Он даже со щитом чувак был. Вот это крутой момент. Сквозь крышу молотками, то есть не отбойными, а кувалдами пробились и завалили его подручных. Вот, ну сейчас просто обычный махач, он статистов развалит очень быстро и очень четко. С дробаша дуплетом бах. Хорошо, и тут появляется этот... Кстати, интересный момент. У Хэнди, я это посмотрел в Фейсбуке, кто-то обратил внимание. Вот у него здесь на ремне пропеллер от шапочки его сына. Ну, или как-то так. Вот это вот было, короче, чья-то теория в Фейсбуке, в их группе. Вот, все-таки это ковш. Вот, он, получается, отбойным молотком пробил тело Релеванта, но он оказывается киборгом полностью, и как бы все окей, он как бы сдох. Вот, интересный момент, видели, он открутил отбойный молоток и на ходу вырвал у него руку, то есть Хэнди реально крутой, именно по физической силе. Вот сейчас открутил, получается, отбойный молоток, у него осталось только держатель к нему. И все, он взорвал тело Релеванта. Но оказывается, что Релевант управлял как бы своим телом марионеткой, что-то в этом роде. То есть он киборг, у него есть запасные тела. А вот это, я не знаю, что то ли реактор, то ли типа
для контроля радио на расстоянии. Ну, естественно, он не в восторге от этого. Так, и вот этот момент я не понял. Их не отточила, вот эта банда, куда-то ехала с бомбой почему-то. И я не понял, куда они ехали, зачем, по какому-то мосту они едут, или что это, или это дамба. Скорее всего, дамба. И вот тут момент, что вылазит Рассел, чтобы сбить, так сказать. И тут на, так сказать, из кустов на рояле выезжает Флиппи просто. И то есть, заметьте, сначала действие было на мосту, а теперь оно происходит где-то на берегу. И смотрите, в чем еще прикол. Флиппи заблокировал рулевое колесо топором. Ну и все, в принципе, готов к файту. Ну и все, и понеслась Махач, дерзкий. Тут очень интересно, очень, если медленно смотреть, видно, кто какие увечья кому наносит. Тут они просто махаются, а дальше пойдет уже нормальное увечье. Так, смотрите. Рассел ранит ему руку, сильно почти отрывая, а Флиппи, собственно, отрубает ему руку вместе с его крюком и отбирает оружие. Хотя не отобрал. И дает ему быкана. И тут вот сейчас будет интересный момент, я не до конца понял, к чему это и что это. Спадает повязка у Рассела, вот, и что-то с его глазом непонятно. Непонятно, глаз. Что это значит, тоже непонятно. Может, этот глаз именно отвечает за то, что он может манипулировать и управлять животными водными. Может быть. Вот это один из вариантов, мне кажется. Ну и все, вылазит Кракен, как говорится, вызывайте Кракена. Ну и тут кажется, что у нашего героя как бы шансов нет с ним побороться. Но это не так. Мы же знаем, что Флиппи силен. Вот, Рассел остается на голове Кракена. Если что, это его клюв. Если вы знаете строение моллюсков, точнее больших осьминогов, просто осьминогов, у них есть клюв, и вот глазки у него. Здесь один глаз, а вот здесь где-то второй. Но мы его не видим. Вот, ну и начинается файт. Флиппи уворачивается. Тут я немного не понял момента, почему у него вылетел гранатомет. Вот, то есть почти руки у Флиппи нет, но она как бы еще на месте. Он разгоняется, чтобы догнать гранатомет. И с гранатометом будет одна интересная фишечка. Сейчас он кинет мачете, который будет ему упором. И почему-то, когда он ловил, открылась граната, и на ней написано «Смерть». Я думал, там что-то другое написано, но там просто написано «Смерть» и восклицательный знак. То есть ничего, в принципе, сверхъестественного. Просто какая-то крутая, мощная, мега-адская бомба. Точнее, не бомба, а граната. Вот. Ну вот и все. Граната прилетает прямо в жбан этому Кракену. Флиппи зажимает, ему тоже очень плохо. Вот, взрыв офигенно мощный, что полностью отрывает башню осьминожки, и он выпускает из своих объятий Флиппи. Все, Флиппи приземляется на мелководье, у него валит куча крови. Вот это все персонажи. Короче, если вы видите красивых, интересных персонажей, это все фановые персонажи друзей Себастьяна. Вот этот персонаж мне особо понравился, мне кажется, это просто Флаки, просто чуть-чуть с другим дизайном вообще. Потому что отличительная особенность Флаки, что у ней перхоть. Вот здесь вы можете ее наблюдать. А перхоть у ней в оригинале, потому что она мнительная и боязливая, из-за этого не стресс. А этот персонаж я не знаю. Просто по приколу, что ли. Дальше. Манит Флиппи к себе Эба. И вот классный момент, смотрите, сколько зараженных. Прям ордище. Их прямо немерено. Ну и все, Флиппи на последнем, грубо говоря, издыхании. Это тоже фановые персонажи все на заднем плане. Это тоже. Мы их дальше разберем. И тут интересный момент с персонажами. Почему-то возродили эту, как ее, Петунию возродили, хотя она умерла, по-моему, во второй серии. Вот выходит наш Ибасик. И какого-то тигра достает свое сердце. У меня есть несколько предположений, но я, наверное, отдельное видео поэтому сделаю. Вот. Ну и Флиппи понимает, что вот это мой шанс, и хочет уничтожить сердце. Но тут прилетает маленькая перхотинка от Флаки. И, собственно, ее шип останавливается прямо перед сердцем. И тут мы узнаем интересную вещь.
Флиппи это один персонаж. Фликпи другой персонаж. И одни в одном теле. И получается, что сам Флиппи убивать Хебу не хочет. И он, грубо говоря, согласен с Лаки и остановил Фликпи. Но Фликпи это не подойдет, ему это не нравится. А здесь появляется, что мы видим, что сам Хеба-то не хотел этого всего. Он как бы, скажем так, жертва. И он тоже не в восторге. То есть тут тоже два в одном. Вот, получается, Флиппи отпускает, но Флиппи забирает его обратно внутрь. И тут он открывает глаз. И тут у меня два варианта. То ли это какой-то супер глаз, то ли просто это порез от ножа. Скорее всего, это похоже на правду. Хотя почему глаз не черный? И почему... Ну, то есть, один глаз же у него все-таки сине-черный, а этот бело-желтый. А бело-желтый знак – это то, что Фликпи пришел к нам. Вот, он хочет убить своей культяпочкой. Но тут интересный момент. Хеба вызывает своего корефана под именем Рыцарь Смерти, или как мы его называли, Ангел Смерти, вот. И тут вот одновременно почему-то сердце как это называется? Заковывается в лед. Или это алмаз, или лед, я так и не понял. Вот, появляется, собственно, Ангел Смерти. Тут интересный момент. Он вызывает из ада горящие цепи, которые сковывают Фликпи. Вот. И начинает его тянуть, я так понимаю, в ад. Но Хеба забирает душу Флиппи, который является хорошим положительным персонажем, и отправляет его, скажем так, на небесах. И тут интересный момент, который я разберу позже в отдельном видео. Почему сразу пропала амнезия? Это будет, я думаю, интересное видео для вас. Вот. Ну и все. Флиппи в эпичной позе, Флиппи точнее, в эпичной позе отправляется в ад. С горящими цепями, мертвыми душами, которые будут его атаковать. И тут классный момент. Ему падает нож. И значит, может быть, он перебьет всех в аду и вернется. Ну, я шучу, конечно, но может быть он, кстати, вернется. Вот. Как я и говорил про лед. Почему именно в лед, я так и не понял. Чтобы защитить, а может быть нет. Вот. Вот, и все. Земля смыкается над Флиппи. Над Фликпи, извиняюсь. Вот. И Флиппи получает свою награду. Он возвращается к Флаки. С одной стороны мило, с другой мы потеряли Флиппи вместе с Фликпи. И про что дальше будет амнезия, я, честно говоря, не знаю. Но может вот эти вот кадры после окончания нам что-то скажут. Кто это, я не знаю. И вариантов у меня тоже нет. Я так и не понял, кто это. А, кстати, а может это... Нет, не знаю, кто это. А, это может быть этот Сладкоежка. Кстати. Вот хочу вот эту картинку найти. Вот именно вот эту. Без надписи. Было бы очень неплохо. Вот. Вы не смотрите субтитры. Дальше будет интересно. Шифти, я так понимаю. Как видите, он все-таки в этой банде. Вот. У него знак этой банды есть. И, скорее всего, вот он сидит в окопах. Против зараженных воюет, потому что вот член банды мертвый, скорее всего, он отстреливается на базе с калаша. Но дальше будет интереснее, дальше больше. Это он там говорит тра-та-та. И вот интересный момент. Куда ломится, собственно, наш Сурок? Я что-то подозреваю, что он ломится обратно все-таки на базу ученых. Потому что мы его что-то не видели в основной массе при защите Хебы. Скорее всего, он пошел разваливать кабины именно ученым. Ну, тут музыка. Говорится, какая, кстати, музон зачетный, вопросов нет. Ну, естественно, по другим, вы поняли, по каким причинам я не могу его втыкнуть. Вот, собственно, это вот место действия. Вот это вот пик вот этой большой горы, под которой вот сейчас происходило действие, я так понимаю. Этот мост разрушенный еще. То есть здесь вот центр типа всего.
Вот, и сейчас будет тоже крутой момент. Я ничего не понял, к чему это. У нас появляется новый, так сказать, главный антагонист. Какой-то крутой мужик, сидящий, я так понимаю, на золотом троне. И с вот таким знаком типа W. Дальше мы его еще увидим. Вот. И тут классный момент. Я немножко не понял. Смотрите. Это Хеба или его сын? Потому что, если вы заметили, тут появляется надпись снизу, да? Я еле-еле успел сделать снимок и перевести для вас. Вот сейчас тут видно хорошо ее. Я для вас ее перевел. Она переводится: «Извини, сын, скоро все закончится». То есть там Хеба сидел или его сын, непонятно. Но, по-моему, это Хеба был. А сын, кстати, сын, это вот, наверное, белый этот, малой, которого спасли, мне кажется. Вот. Он говорит, это конец. Засовывает свое сердце обратно. Кричит. А вот сейчас он то, что сказал, я не понял. Я и перематывал, я и замедлял несколько раз. И ничего не понял. Наверное, навсегда он имел в виду. Вот. И, собственно, вот этот вот знак. Как вы видите, красно-белый и черный. На что похоже? Похоже на свастику. То есть на... Ладно, не буду его загадывать, но, короче, вы поняли. В общем, эта серия очень крутая. У меня появилась куча теорий, куча идей для видосов. И вообще бомба. Просто бомба бомбезная. Так что я вам даю время подумать насчет того, что я сейчас все сказал. Может, вы со мной согласитесь, может, не согласитесь. Жду вас в комментариях. Отвечу на все вопросы. Ну, естественно, не забывайте присылать своих персонажей. И наша рубрика «Хочу попасть в видео». А сейчас я с вами прощаюсь, потому что много дел. Надо думать, что же еще придумать и вам рассказать то, что я выдумал, посмотрев эту серию. Все, ребятушки, не задерживаю. Подписывайтесь, ставьте лайки, бейте в огроменный колокол. И всем, ребятушки, до свидания.